Давай посмотрим на цыганском таро, что у тебя на пороге. За личными раскладами пиши в WhatsApp, номер на экране. Итак, что у тебя, моя хорошая, на пороге цыганское таро? Какая-то трудность в работе, в делах, с которой ты легко справишься, если будешь действовать с кем-то сообща, с кем-то вместе, возьмешь себе в кого-то в помощь, или обратишься к кому-то за помощью. Здесь ждет, возможно, период какого-то небольшого застоя с денежками, но этот вопрос решается в итоге. Ты финансовое вознаграждение хорошее получаешь, и деньги к тебе, все долги к тебе возвращаются, денежки к тебе приходят. Но нужно готовиться к тому, что придется преодолеть какой-то момент вот как бы задержки по денежкам. Но обратившись к людям, ты обязательно выходишь в получение денежек, в получение даже хорошего достатка. Здесь как будто какое-то искушение будет. Искушение потратить деньги не на то. Искушение совершить ошибку. Какие-то там, знаешь, финансовые расходы, а нужно бы денежки поберечь, как будто на самом деле. У меня, знаешь, какое ощущение? Здесь идет совет от карт. Подстрахуй себя, моя хорошая. На промежутке где-то примерно в месяц тебе нужно создать финансовую подушку. У всех она разная, всем для выживания, для проживания нужна разная сумма денег. Тебе нужно создать финансовую подушку на период временной какой-то трудности с финансами, которая может возникнуть, или с непредвиденными расходами. Но потом все обязательно наладится и нормализуется. Те, кто замужем, здесь идет предсказание по поводу какой-то проблемы с денежкой, может быть временной у мужа, или он какие-то большие расходы совершит. Но особенно для семейных здесь послание, что в итоге у вас финансовое состояние не только выравнивается, но и приходит к какому-то, наоборот, даже более высокому уровню. Что это может быть? Например, ты или твой муж будете менять работу. И, соответственно, когда у нас есть перерыв в работе, да, здесь может быть период, там, допустим, без дохода, да, у одного из партнеров. Но в дальнейшем все это окупится, потому что вот эта смена работы, допустим, да, которая произойдет вынужденно башня, это что-то случится, чего ты не, как это сказать, не ожидала, чего вы не ожидали. То есть это, допустим, может фирма закрыться или еще что-то такое произойти, и временная пауза по денежкам, но потом наоборот, вам, вашей семье, это именно послание для тех, кто семейный уже. Продолжаю, вот я то, что я продолжаю после первой минуты, это послание для семейных. Потом, наоборот, как будто ваша семья выходит на более хороший уровень дохода. Еще какое здесь есть послание? Здесь есть послание вот какое. Слушай внимательно. Возможно, какой-то мужчина, у которого есть деньги, будет тебя манить этими деньгами, заманивать тебя этими деньгами, предлагать тебе эти деньги. А давай я тебе дам, а давай я тебе дам. И вот здесь тебе лучше воздержаться от этого куша, от этих денег, которые тебя заманивают и предлагают, потому что тебя могут затянуть либо в какую-то аферу, махинацию. Ну, то есть, там, вот я тебе там, я не знаю, беспроцентный кредит или там, я не знаю, ссуда под минимальный процент, а окажется наоборот, что там маленьким шрифтом написано хер пойми что. А еще здесь вот какая вероятность попасть в сильную зависимость от человека, который дал тебе этих денег. И потом придется плясать под его дудочку. То есть человек вроде как бы с барского плеча, ну хочешь, я тебе помогу, да, и раз, да, дает денег. А окажется потом, что придется отрабатывать, мои хорошие, придется отрабатывать. Поэтому, как вот здесь карты говорят, лучше подготовить себе небольшую финансовую подушечку, чтобы перехватиться по денежкам хотя бы на месяц было, чтобы, да, запасик, и подождать, пока ваша решится финансовый вот этот вот момент, такого немножечко заморозочки по финансам, дождаться, пока этот момент решится позитивным образом, не через взять долг. Вот, кстати, мои хорошие, брать в долг вот здесь не надо. Если ты собралась брать в долг,
то здесь послание: подожди хотя бы как минимум месяц. Минимум месяц подожди. Почему? Потому или квартал, девочки, тройка пентаклей с четверка мечей, или квартал. Почему? А я тебе скажу почему. Потому что, возможно, это будет для тебя непосильная ноша. То есть вот если ты прямо сейчас собралась брать на что-то кредит, не бери. Потому что наступит момент, когда ты поймешь, что тебе отдавать нечем. Вот в ближайшее время, да, ну, может быть, квартал, ну, то есть от месяца до 3 месяцев не надо брать в долг. Вот не надо. Ты себя обременишь, и потом придется или там прыгать на 3 работах работать, или не знать, у кого перезанять, как отдать, или еще что-то. Или там ты решила, так, вот я прямо сейчас хочу сделать офигеннейший ремонт, или вот прямо сейчас у меня не хватает денег, допустим, да, на жилье или на что-то, но я хочу вот не по тем деньгам, какие у меня есть, купить, ничего, потом как-нибудь долги закрою. Вот не надо. Ближайшие 3 месяца не надо. Потом у тебя это получится сделать, знаешь, как вот сколько есть денег, да, то есть, вернее, нет, вот какое хочется там, я не знаю, дом, машину, еще что-то, поездку там, учебу, вот то, что тебе нужно будет оплатить, у тебя и будет столько денег. Не влезая вот в эти вот долги, которые для тебя могут оказаться обременительными. Девочки, хотела минутный расклад сделать, а вот что получилось. Вот что получилось. Ну все, всех обнимаю. Жду ваших лайков, подписок, комментариев. Что еще вам посмотреть? Что-то надо, да, по денежкам? Ну, давай. Что еще вам по денежкам хотят передать? Какую еще информацию? Так, обязательства, ну. Здесь, да, здесь действительно многие думают о каком-то прорыве, что-то изменить в своей жизни, но для этого нужно влезть в какие-то обязательства, взвалить на себя. Хотят ношу. Ношей может быть как кредит, долговое обязательство, так и, допустим, а может я еще на одну работу устроюсь, да? Вот давай, что тебе вообще по поводу этого в перспективе хотят сказать? Вот в ближайшее время не надо, мы уже поняли. А вот в перспективе что тебе хотят сказать? К чему это может привести? Зарабатывай свои деньги. Не бери долги, ты деньги, те, которые тебе нужны, они к тебе придут через твою работу, через твое мастерство, через то, что ты хорошо умеешь делать. Ты сможешь заработать те деньги, которые тебе нужны. Не торопись. Карта умеренность. Не торопись. Вот здесь хочется рассказать вам не притчу, а историю из реальной жизни. Много уже лет прошло. С девчонкой мы работали с одной. И вот мы работали, не сказать, что сильно большие зарплаты у нас были. И вот она вышла замуж, и мужа заставляет. Я хочу Кашкай, забыла, Nissan Кашкай, по-моему, да. Такая интересная у них были, неинтересно эти машины выглядели, отличались они от других. Вот хочу новый, свежий с салона. А денег тогда на такую машину у них не было. И вот она мужа, давай брать кредит. И вот он взял кредит, большой такой кредит, много надо было денег в месяц платить сразу. А он в тот момент только начинал свое дело. Он там с маленького магазинчика какое-то свое дело начинал. Естественно, ему нужны деньги на товар, на то, чтобы вложить в товар, да, потому что не будет товара, не будет, соответственно, выручки. А ему приходилось эти деньги платить за кредит, за эту машину, которую вот она хотела, не жить, не срать, прямо сейчас надо. Вот, и ей говорили, так ты подожди, вот он у тебя бизнес начинает, ну, через полгодика, через год вы без всякого кредита вы эту машину сможете взять. Она говорит, нет, я хочу вот здесь и сейчас. Ну, что в итоге? Он у нее был весь в долгах, как в шелках, у него чуть ли не нервное расстройство началось, у них начались проблемы, естественно, во взаимоотношениях, потому что ну, его раздражал момент наличия долга, да, при том условии, что ему необходимо было развивать свое дело. В общем, она нажила геморроя, так скажем, создала проблему, которой бы не было, если бы она немножечко подождала и потерпела. И вот тебе по карте умеренность показали, что немножечко подожди, немножечко не беги впереди паровоза, и тогда ты сможешь закрыть свои потребности без всяких долгов, кредитов. Вот, как говорится, как потопаешь, так и полопаешь. Девочки, кому надо было, те этот расклад услышали, я надеюсь.
Мне хочется вот по поводу карты башни последнее, что я хочу уточнить. Это могут быть какие-то материальные потери в плане имущественных потерь. Могут это какие-то имущественные потери быть? Паш мечей. Ну, здесь ответ такой. Не умеешь, не берись. Я не знаю, про что это, девочки. Если не умеешь, не берись. Рыцарь мечей. Цель, которую ты сейчас себе поставила, она гипертрофирована. Ты пока эту цель не сдюжишь. А если будешь рваться к этой цели, да, грести под собой почву, я мчусь, там вот, пусть мне там здравый смысл говорит, что там вот так не надо, сейчас не время, или сейчас там невыгодный курс, или невыгодный процент по кредиту, или еще что-то, или у меня не очень стойкое положение, но я вот прям, мне надо здесь и сейчас, тебе ответ: это неправильная установочка, пока не в состоянии решить, да, этот вопрос, не берись за него. То есть вот здесь потеря может быть именно таким путем. Не то, что ты какое-то имущество потеряешь, а вот неправильная установка, неправильно расставленные приоритеты, неправильно выбранное время. Совет – умеренность. Совет – умеренность. Делая выбор, принимая решение, остановись, подумай, все взвесь, все грамотно отмерь, не спеша. Когда будет не спеша, то будет более продуктивно и результативно. Девочки мои хорошие, вместе с вами я получила только что ответ на свой запрос, который меня уже 2 месяца мучает. И мне четко сейчас вместе с вами дали ответ на мой запрос. Спасибо, высшие силы. Жду ваших лайков, подписок, комментариев. С вами была Алена. Пока-пока.